Всем здравствуйте! Вы на канале Татьяна Миртоглу турецкие узоры. Ну что, повяжем немножечко спицами, отдохну от крючка. Вяжу сейчас тапочки на 5 спицах. Начинала их вязать с мыска. Заодно решила и вам показать. Узор у меня с обвитием петель. Впереди узорчик простенький, как и, впрочем, сами тапочки. Вяжется легко, можно сказать, быстро. Здесь я сделала узорчик клеточка. Не знаю, может быть, он по-другому называется, но я его клеточкой называю. Вот, закончила беечкой, ничего сложного. Все как обычно. Постараюсь вкратце, по-быстренькому, главные моменты показать, как я это дело делала. Значит так, ниточки. Как всегда, акрил, в этот раз вот такие ниточки взяла. Акрил стопроцентный, 230 метров в 100 граммах. Спицы, 5 спиц носочные, номер 2,5. Для начала мысочка, для зачина я взяла круговые спицы, тоже номер 2,5. Теперь, пока вязала, вот сделала такую набросочек, схемка, не схемка. С 10 петель я набирала, до 60 петель увеличила, делала накиды с каждой стороны, прибавки. 48 петель через ряд делала прибавки, потом через 2 ряда. И на последнем 60 петель с прибавками начала вводить вот этот вот простенький узорчик, точечки. Вот это вот цветочек, который я вывязывала здесь. Тоже такой вот простенький цветочек. Вот основное показала вроде бы. Ну что, начнем. Сейчас это дело вот начнем, и сразу нитка запуталась. Ну, не хочет начинаться. Так, накинула я нитку на одну спицу, придавила второй. Так, что теперь? Господи, как пальцы, куда ставлю пальцы? Постоянно я это дело путаю. Так, вот так вот. Перекрутила, перекрутила. Вот, взяла, перекрутила. Эту завожу верхнюю на нижнюю спицу, перекручиваю и на верхнюю. Эту на нижнюю перекрутила и на верхнюю. Вот так я набираю петли. Так, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 4, 6, 10. И внизу еще одна 10. На каждой спице по 10 петель. 2, 4, 6, 8, 10. О, ниточку перебросила, что-то ее длинную сделала. Ну ничего. Теперь одну спицу выдвинула. И провязываю эту сторону и эту лицевыми петлями. Первый ряд я с-под низу беру, переворачивая таким образом петельку, вот так вот. Вот так с-под низу, чтобы она ровно ложилась. А следующая сторона у нас будет идти нормально, не перевернутая. Так, 10-я. Теперь аккуратненько, чтобы это дело не слетело у нас. Эту выдвигаем провязанную спицу. Вот так вот. Перевели спицы, провязываем следующую сторону. Вот, за заднюю дужку. Она получается неровная, видите? Я, если, например, вяжу сами тапочки номером 2,5, то наборные спицы беру на полномера меньше. Ну, сегодня я взяла одинаковый номер. Не захотелось мне искать, где у меня эти спицы. Как всегда, где-то положила так, чтобы не забыть. В итоге найти не могу. Вот, все. Подтянули. Теперь опять переводим спицу. И следующий ряд я начинаю снимать на чулочные спицы, сразу делая накиды. Снимаем по 5 петель на каждую спицу и 6-й накид. Накид я делаю, вот, просто петельку накидываю. Я делаю так. Вы можете делать удобным для вас способом.
3, 4, 5. Вот так вот. Снимаем так все петельки наши. 2, 3, 4. Потом накид. 5. Подтягиваем аккуратненько. Сейчас мы ее так продвинем. Просунули. И эту сторону снимаем. Все, дальше будет немножко легче. Все. Ай, куда? И последнее. Из-за спиц, конечно, видно, может быть, не очень. Но дальше будет более понятнее. Все, сняли мы все это дело. Вот у нас начало положено мысочка. Сейчас я это все разровняю. Вот, видите, начало. Все, теперь идем по кругу. Делаем прибавочки в начале и в конце ряда. И вяжем до 60 петель, пока у нас не будет 60 петель на спице. Вот, первую провязала. Сделала прибавочку. В начале ряда я накид провязываю, вот, с-под низу его беру за переднюю дужку. А в конце ряда накид я за заднюю дужку провязываю. Полностью я, конечно, мысок вязать не буду. Вот, начало показала, как вяжем. А дальше буду с вами вязать вместе узор. Смотрите, последний накид у меня. Видно, не видно. Неплохо видно здесь. Вот, взяла его за заднюю дужку. Вот, провязала. И еще один накид. И последняя лицевыми. Все лицевыми. Все. Спицы переворачиваем. И так идем до конца ряда. И по кругу. Я каждую петельку переворачиваю. Есть вяжут не переворачивая петли. Ну, по-другому тогда будет смотреться вязание. Я петельку вот с-под низу беру, переворачиваю ее. Я не пробовала не перевернутыми петлями, хотя нужно попробовать, как это будет выглядеть. Все, накид еще один. И идем. Вот начало у нас положено мысочек, смотрите. Вот он, видите? Вот он, пальчики тут. Девочки, вяжем до 60 петель на спице. Начнем узор. И я к вам вернусь. Начну с вами вместе вязать вот эту вот красотень посередине. Закончила я вязать мысочек. Вот такой мысочек у меня получается. Последний ряд я набрала 3 синим, 3 белым, 3 синим, 3 белым. Следующий ряд, он уже будет без прибавок. Вот смотрите, я провязала одну синюю, 2 белым, одну синюю над 3 белыми петельками, одну синюю. Вот так вот их чередовала. Сейчас довяжу, потом будем вязать белым цветом. Вот у меня 3 белых, 3 синих, 3 белых. Так, теперь одну синюю провязала. 2 белых. Одну петельку с синим цветом. 2 белых. Посреди трех, где 3 белых петельки, посередине одну провязываем синим. 2 белых. Раз, два. Одна синим, 2 белым. И так до конца ряда. Сделаем такой кружавчик. 2 белым.
Провяжем до конца ряда, а следующие 5 рядов будем вязать белым цветом. Синюю нить можно проводить до конца, можно отрезать. Смотрите, сейчас, значит, вот 3 белых, 3 синих, 3 белых. Над белым 1 голубая, 2 белых, 1 голубая, 2 белых, 1 голубая. Понятно, тут все очень просто, поэтому провяжем до конца ряда. Дальше провяжем 5 рядов белым цветом и начнем делать узор с обвитием петель. Начинаю вязать узор. На 6-м ряду я сделала центральную петельку желтым цветом по схеме. От серединки отступила 4 петли. Начну вязать узор. Я ниточку вот сложила в 2 раза. Один конец перебрасываю назад, один впереди. Теперь, что мы провяжем сначала? 3 петельки синим цветом. Придерживаем пальчиком и вокруг спицы вот сделали петельку. Петелька, которая внутри, провязываем лицевой. Провязали, эту сняли, подтянули. Вторая петелька, придерживаем, накинули, петельку внутри провязали, подтянули. Третья, придерживаем. Вот так вот, вот она. Третью петельку провязали, подтянули. Нить перебросили за работу. Сзади ее не перекручиваем с белой ниткой. Просто ее оставляем сзади. Бросили, все. Дальше у нас что идет? 3 белых. Провязываем 3 белым. 3 белым. Смотрите, что хотела сказать. Для чего я сделала 2 длинных таких конца. Теперь мы одну половинку будем вязать этой ниточкой, а вторую крайнюю половинку этой ниточкой, чтобы не было сильных протяжек. 3 белым провязала. Теперь беру вторую ниточку таким же самым методом. Один конец назад, один вперед. Придерживаю. Вот, накинула ее. Белым цветом провязала. Подтянули. Вторая. Придерживаем. Завела. Провязала. Снимаем аккуратненько. Третья. Вот вам, пожалуйста. Второй ряд. Значит, что у нас по схеме? Одна синим. Вот смотрите. Сзади у меня 2 ниточки синих получилось. Одна пойдет в конец рисунка, а одна в начало рисунка. Не перекручивая ее с белым. Вот сразу ее беру и завожу сюда. Завела. Придерживаю. Еще раз накинула. Провязываю петельку внутри белым цветом. Сняла петельку. Эту подтянула. Здесь у нас одиночная петелька, поэтому забрасываю ее назад. Забросила назад. Одна петелька белым. Это останется у нас на крайней петельке, а эту можно провести вперед. Теперь 5 синим. Что мы делаем? Точно так же, как в первом ряду. Завели наперед, придерживаем. Еще раз обмотали. Провязала, сняла, подтянула.
накинули. Три, четыре. Это вяжется вообще-то быстро, просто на видео получается медленно. И может кому-то, кто первый раз, покажется, что это сильно затруднительно. Нет, легко. Раз, два, накинул и пошел дальше. Легче, чем жаккард. И 5-я петелька. Набросили. Петля в петле. Вот, провязали одну петельку и затянули ее. Но сильно удавку сильно не делайте. Так вот, нормально, чтобы не сильно слабо, не сильно туго. Среднюю провязываем белым цветом. И точно так же по этой стороне. Вот 2 ниточки. Берем первую. 5 петель синим. Накинули. Вот так вот набросили ее. Кто вяжет первый раз, можете попробовать сначала полностью однотонным цветом связать. Так будет проще. Так, где это белая? Вот она. 3. Сняли, подтянули. 4. 5. 5 петель провязала. Ниточку завела назад. Следующая 1 лицевая белым. Следующая у нас будет опять синим. Раз. Раз. И 2. Завели. Провязали. Петельку сняли. Подтянули. Все, забросили ее назад. Забросили ее вот так назад. Потом она перекроется там. Дальше провязываем весь ряд белым цветом. Возвращаемся в начало ряда. Вяжем по рисунку. Вот такое вот дело у нас получается. Все петельки белым цветом. Я вам показала, как в круговом вязании обвития петель. Если вязать с изнанки, например, отдельную какую-то деталь, ну, в принципе, принцип тот же. Так же само перекручиваем, только изнаночной петлей провязываем. Ну, в следующей модели я сделаю изнаночную сторону. Пока только по лицевой стороне, только в круговом вязании. Очень увлекательно это обвитие петель. Вначале может показаться, что сложно. Я серединку взяла на спицы, положение спиц поменяла, как вы видите. Так удобнее провязывать этот узор. Но попробуем повязать сами. И в конце узора я к вам вернусь обратно. Заканчиваю я свой узор. Дошла до предпоследнего ряда. Вот что у меня получается. Такой вот.
Так, сейчас покажу. С вами еще провяжу последний рядок. Закрепить материал, так сказать. Ниточку перебросили наперед. Одна одиночная петелька с синим цветом. Вот ее набросили. Петельку в середине я провязываю лицевой. Снимаю. Подтянули. Ниточку завели назад. И бросили ее там. Пусть там полежит в гордом одиночестве. Так, дальше что у нас по плану? Одна белым цветом, одна петелька белым цветом и 5 петель синим. Опять берем эту ниточку, заводим ее наперед, придерживаем, еще раз обводим вокруг спицы, вот так вот. Провязываем петельку лицевой белой, подтягиваем. Это у нас будет 5 петель. Вторая, первую провязали, вторая. Раз, два. Три. Четыре. Нитка разъединилась. Подтянули. И еще одна. Вот так вот. Вот забросили ее. 5 петелек. Подтянули. Все. Заводим ее за работу. И бросили ее там. Среднюю мы провязываем белым цветом. И в том же порядке по схеме вяжем эту сторону. Вот ниточку наперед. Только теперь у нас будет 5 петель. Так вот. Раз. И пошли дальше. Так, сейчас закончим наш узорчик. Потом после последнего ряда провяжем 5 рядов белым цветом. Потом начнем этот кружавчик вязать в зеркальном отражении. Вот так, девочки, довязываем по схеме узор. Провяжем 5 рядов белым цветом. Я к вам вернусь. Закончила я вязать мысочек. Провязала нужную высоту. Сколько у меня здесь получилось? 13 сантиметров. Кто хочет поглубже, можете добавить еще несколько рядочков. Я после узора провязала синим цветом 10 рядов. 10 ряд я провязала изнаночными, чтобы отделить боковой узор от основного. Вы можете этого не делать. Теперь я оставила 53 петли. Средние 7 петель я закрыла. Он не очень глубокий, этот тапочек получился. Если вы хотите, чтобы тапочек был повыше, закройте здесь поменьше петель. У меня всего 60. Можете закрыть 4 петельки в серединке. Как хотите. Теперь закрыла петли. Начну вязать боковую сторону. Я вот перешла на круговые спицы почему-то. Значит, узорчик. Где мой узорчик? Сейчас. Первый ряд. Это лицевая сторона. Первый ряд. Первую петельку я провяжу лицевой. И предпоследнюю тоже для симметрии. Одну петлю снимаю не провязанной лицевой. 2 петли лицевыми. Одну снимаю. 2 петли лицевыми. И так до конца ряда. Одну сняла, 2 лицевыми. Одну снять, 2 лицевыми. Вяжем до конца ряда. Второй ряд, изнаночная сторона. Первую петельку снимаю,
Ту, которую я предпоследнюю провязывала лицевой, я ее провязываю изнаночной. Теперь снятую петлю снимаю, 2 изнаночных. Снятую петлю снимаю, 2 изнаночных. Одну снять, 2 изнаночных. И так до конца ряда. Одну снять, 2 изнаночных. Это был второй ряд. Третий ряд, лицевая сторона. Первую петельку снимаем. Вторую петлю я все время провязываю лицевой. Называть ее больше не буду. Теперь снятую петлю я провязываю лицевой. 2 лицевые, которые были, я провязываю изнаночными. Одна лицевая, 2 изнаночных. Одна лицевая, 2 изнаночных. Лицевая, 2 изнаночных. И так до конца ряда. Когда провяжем несколько рядов, уже начнет вырисовываться рисуночек. Сейчас еще пока не очень понятно. Лицевая, 2 изнаночных. Все, идем так до конца ряда. Четвертый ряд, изнаночная сторона. Все петли я провязываю изнаночными. Все, это на этом узор заканчивается. Следующий ряд, повтор с первого ряда. Все петли провязываем изнаночными. Вяжем таким узором нужный размер, нужную длину тапочки. Я не меряю тапочек линейкой, потому что тапочки растягиваются. В спокойном состоянии его, как сказать, 23 сантиметра, чуть-чуть растянул, он будет 25. Поэтому я примеряю тапочки, я знаю, на какой размер они получаются. Я просто указываю, на какой размер у меня получился тапочек. Вот, как-то так. Все изнаночными. Вот такое вот у нас должно получиться. Вот такие вот, ой, клеточки, вот такие, смотрите. Изнаночными провяжем, вернемся на первый ряд, одну лицевую снять, 2 лицевых, одну снять. Я этот узорчик в описании напишу, там и потом его перепишите себе. Провязала я полотнище боковушечки тапочки, нужную мне длину. 13 вот таких ячеек у меня получилось, это где-то 38-39 размер. Значит, 13 петель я оставила на пятку, по 20 с краю, 13 на пятку. Начало, вот эта косичка будет у нас первая петелька, и такой же косичкой, чтобы закончилась. Тогда у нас красиво здесь будет переход, получится красивый. И точно таким же узором я буду провязывать пятку. Нитку я не обрезаю, вот так вот немножечко оставлю здесь. Потом покажу, как я ее заправляю в процессе вязания. Так, первую провяжу. Пятку закрываю обычным способом. Одну сняли, 2 провязали. Тем же самым узором провязываю пятку. Две лицевых. И вот последняя, которую мы снимаем не провязанной, я ее буду, вот их провяжу 2 вместе. И она получится, эта линия пойдет вот сюда, перейдет. Красиво строчка ляжет. Все, по изнанке. По изнанке вяжем по узору 2 изнаночных, одну сняла, 2 изнаночных, одну сняла, 2 изнаночных, одну сняли, подтянули. Последнюю петельку провязываю изнаночной вместе с петелькой с левой спицы.
Теперь вот эту вот ниточку, что я делаю, сейчас покажу, как я ее... Вот, например, вторая петелька, сейчас мы ее будем провязывать, и я ее провязываю вместе. Вот так, две ниточки вместе их провяжу, потом ее оттянем. И так она с каждой петелькой, она у нас войдет в этот ряд, в последний. Ее практически не будет видно. Так, вяжем пяточку по рисунку, закрываем, довязываем пятку до конца, закроем, потом сделаем обвязку. Закончила я пяточку, закрыла последний ряд. Сейчас будем набирать по всему тапочку петельки для беечки. Что я хотела еще показать, что у нас тут на изнанке. Спрашивали, как прятать ниточки. Ниточек не очень много осталось. Я узелки не завязываю. Крючком просто под петельками прячу. Вот так вот. Вверх, вниз, вниз, вверх. Вот так вот прячем ниточки. Подтянем, закрепим кончики. Вот так вот. Одну сделали, отрезали. Таким же макаром все остальные. Вот. Аккуратненько подтягиваем. Вот так вот. Все. И остальные точно так же попрячу. На изнанке, ой, на лицо чисто, видите, нигде нету ничего. Так, теперь беечка. Наберу я на спицы номер 2,5, но саму бейку буду вязать номером 2. 15 рядов я провяжу лицевой гладью. Первый ряд у меня будет изнаночными. Остальные все ряды лицевой гладью закрываю по изнанке. В предыдущих 4 видео я более-менее подробно показывала, как я эту бейку набираю, вяжу. Так что до конца я показывать ее не буду, только начало. Вот так вот. Набираем петельки спод первого ряда под 2 дужки. Под 2 дужки набираю петельки. Если получится у вас много петелек, будет широко, можете их, когда будете вязать первый ряд, по одной с каждой стороны убавить, закрыть. Все, наберем петельки, провяжем беечку, сделаем окантовочку. Хотите, просто можете крючком закрыть, кому не хочется много времени тратить. Ну вот, что я вам хочу сказать. Я домохозяйка, но вот за день я связала этот тапочек сегодня. И видео на него сняла. Еще успела домашние дела поделать. И кофе, чай попить и тому подобное. Так что спокойно за день этот тапочек вяжется. Ну, может, кто-то и за 3 часа свяжет, конечно. Вот так вот, девочки. Набираем. Кто не видел, посмотрите в остальных видео. Вяжем беечку. Заканчиваем наши тапочки. Легких петелек вам всем.